Всем привет! Мы продолжаем рассматривать масштабные модели американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models, и сегодня у нас вторая десятка. Я вам покажу 10 масштабных моделей американских грузовиков, которые мне удалось собрать от этого производителя. Мы посмотрим, как модели сочетаются, стоя рядышком на полке друг с другом, и какие у них есть отличия. На каждый из грузовых автомобилей я уже делал отдельный видеоролик. Кто хочет посмотреть подробнее на саму масштабную модель, можете найти старые видеообзоры на моем канале. А сегодня мы вкратце посмотрим каждый из грузовичков, и вы в комментариях можете написать, а какая из показанных мною в этом видеообзоре моделей вам понравилась больше всего. И давайте начнем с первого грузовика. Это Diamond Reo Rider, который копирует прототип 1974 года. Довольно необычный грузовик со сдвинутой передней осью назад, ближе к кабине, и у Neo получается 4 таких грузовика. Два из них со сдвинутой передней осью, один грузовик с дневной кабиной, второй грузовик с кабиной со спальным отсеком, он, по-моему, синего цвета. И также два стандартных грузовика. Один грузовик с дневной кабиной, мы его рассматривали в первой десятке, и второй грузовик с кабиной со спальным отсеком, мы его рассмотрим ближе к концу этого видеоролика и также сравним с этим грузовиком, какие у них визуальные отличия. У Neo аккуратная покраска, хорошее качество сборки, все детали аккуратно установлены в свои посадочные места. И кто не смотрел мои предыдущие видеообзоры, посвященные этим американским сидельным тягачам, вкратце расскажу, что из себя представляют эти масштабные копии. Они сделаны по комбинированной технологии. Рама у грузовиков металлическая, кабина изготовлена из полимера, и навесные детали сделаны как из пластика, так и из полимера. И это, я считаю, довольно хорошее решение. Металлическая рама придает необходимую жесткость конструкции, чтобы модель не рассыпалась при транспортировке. А из полимера вы можете отлить более изящную кабину грузовика, нежели из металла. И получаются вот такие симпатичные грузовички. И жаль, что Neo прекратил выпуск грузовиков в 64-м масштабе. Сейчас у них практически нету каких-либо новинок, да и в 43-м масштабе тоже нету новинок. И тоже неизвестно, временно ли это или постоянно. Возможно, Neo прекратил свое существование как изготовитель масштабных копий. Конечно, будет очень обидно. Мне нравится этот бренд, и у меня собраны все модели, которые у него выходили на сегодняшний день. Также есть некоторые предсерийные образцы, мы их тоже рассматривали в некоторых видеороликах. Здесь окрашен интерьер, довольно хорошее качество деталей. Нету пузырьков воздуха, как, например, на моделях ручной работы. И здесь очень ажурно изготовлены стеклоочистители из фототравления. Это микроскопические детальки. Также хорошо сделана светотехника. Обычно у Neo на моделях в 43-м масштабе фары мутноватые. Здесь они сделаны более прозрачными. Также установили регистрационные номерные знаки, и они отличаются у грузовых автомобилей. На этой модели также задние фонари сделаны из прозрачных элементов. На некоторых грузовичках от Neo в 64-м масштабе они просто обозначены красным лаком. Ну, вот такой грузовичок. И давайте посмотрим на вторую масштабную копию. Это White Road Boss. Тоже довольно симпатичная схема окраски. И у Neo такой грузовик также предлагался в 43-м масштабе в двух вариантах исполнения. Один грузовик с кабиной дневного типа, второй тоже со спальным отсеком, но обе модели в 43-м масштабе были с укороченной рамой. Здесь более правильная длина рамы, получается, вмещается полуприцеп, не упирается в спальный отсек. И странно, почему в 43-м масштабе Neo не сделал точно такое же решение. И почему-то на эту модель не поставили регистрационные номерные знаки. Их можно распечатать самостоятельно, но факт остается фактом. Например, у этого грузовика задние фонари просто обозначены красным лаком, но тем не менее они смотрятся тоже вполне реалистично. Рабочее седло.
И, конечно, этим грузовичкам не хватает полуприцепов. Я уже неоднократно говорил, полуприцепы делает американская фирма DCP. У них полуприцепы довольно хорошего качества, но их в Европе в продаже я не встречал, поэтому мне пока что нечего зацепить с этими сидельными тягачами. Третий грузовик у нас поменьше, в двухосном исполнении. Это GMC 950 54 года. И такая модель в 43-м масштабе предлагается производителем XO Models. Хотя у грузовичков есть визуальные отличия, они отличаются по годам выпуска, и у XO немножко другие крылья, если мне не изменяет память. Я тоже делал на модель от XO видеообзор. Кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. Тоже довольно симпатичная схема окраски. У Neo такой грузовик предлагается в нескольких вариантах окраски. Один из вариантов мы, по-моему, рассматривали в первой десятке. И также у них есть такой грузовик в трехосном исполнении с кабиной со спальным отсеком. Тоже интересная довольно разработка. Я покажу этот грузовичок уже в третьей десятке. И также у Neo есть модель полуприцепа для перевозки сыпучих грузов. Я ее вам показывал. И этот полуприцеп встречается в наборах с сидельными тягачами. Всего получается 4 масштабные модели в наборе с полуприцепами. И их я тоже покажу в отдельных видеообзорах. Четвертая модель — это Ford CLT 9000, который копирует прототип 1978 года. Таких грузовика у меня в общей сложности 3. Первый зеленого цвета, второй синего с серебристым и третий белый грузовик. Я тоже его покажу чуть позже в этом видеообзоре. Очень симпатичная масштабная модель. И такой грузовик вышел у XO в 43-м масштабе. И на сегодняшний день у XO уже 2 варианта окраски этого грузовика. Пока что модель от XO я не приобрел в свою коллекцию. Попросту я ее не встретил пока что в продаже. Но анонсы уже были. И я, скорее всего, куплю второй вариант окраски. Красный грузовик. Первый грузовик был синий-серебристый, похож вот на эту масштабную модель, но мне больше понравился в плане окраски второй вариант, он более классический, на мой взгляд, и я его постараюсь приобрести в свою коллекцию. Здесь вместо хрома используется краска серебристый металлик с очень мелким зерном, и она похожа на полированный алюминий, и мне такое решение нравится даже больше, чем чисто хромированные детали, потому что в некоторых случаях они выглядят довольно игрушечно. Пятый грузовичок — это Mack B61 ST, который копирует прототип 1957 года. Грузовик в трехосном исполнении с кабиной со спальным отсеком и с силовым бампером. Такой вот интересный кенгурятник. Тоже довольно симпатичная схема окраски. И я вам уже показывал Mack B61 только в двухосном исполнении. Там грузовик был с кабиной желтого цвета, если я не ошибаюсь. И у Neo также есть еще один трехосный вариант. Там грузовик с кабиной зеленого цвета, и у него обычный передний бампер. Аккуратно нанесены надписи. Также присутствует маскот бульдог. Хорошие колесные диски. Покрышки у этих грузовиков все идентичные. Их можно менять местами. Конечно, не хватает боковой маркировки, но в таком мелком масштабе, возможно, она и ни к чему. И нету другой резины в 64-м масштабе. Насколько мне известно, Maestro Models не выпускает резину в таком масштабе для грузовых автомобилей. У них есть резина в 43-м масштабе и также в 24-м. А в 64-м я не встречал покрышек. Такой грузовичок. Давайте уберем эти масштабные модели, чтобы они нам не мешали. И покажу вам еще 5 грузовиков, которые есть в моей коллекции.
Шестой по счету грузовик — это Diamond T921, который копирует прототип 1955 года. Тоже довольно необычная схема окраски. И у меня есть фотография настоящего прототипа. Он тоже в такой схеме окраски, только у него, по-моему, были логотипы предприятия на дверях. Здесь почему-то Neo их не установил. Вот такой грузовичок. Седьмая модель у нас еще один Ford CLT 9000. На этот раз машина копирует прототип 1983 года. А от предыдущего грузовика этот Ford CLT отличается другими колесными дисками. Здесь другая схема окраски. Покажу вам предыдущий грузовичок тоже. И вы можете посмотреть, чем отличаются две модели друг от друга. Получается рама другого цвета, другие регистрационные номерные знаки, другие шильдики Ford и немножко по-другому окрашен интерьер грузовика. У синей машины он серого цвета, здесь он песочного цвета. И у зеленого Ford CLT 9000, по-моему, интерьер тоже песочного цвета. Хорошо изготовлены топливные баки, и это цельно отлитая деталь. Здесь нету швов, как на моделях от XU Models. Хотя я посмотрел, на последних грузовиках от XU уже улучшили технологию изготовления топливных баков. У них шов теперь спрятан на задней части. Тоже мелочь, но приятно. Изначально был очень некрасивый шов на самом видном месте. Восьмой грузовик — это Diamond T921B, который копирует прототип 1955 года. И от зеленого грузовика эта машина отличается тем, что у нее немножко другая кабина. Здесь интегрирован спальный отсек. Тоже довольно симпатичная схема окраски. И у Neo есть еще один вариант окраски этого грузовика. Вторая машина окрашена в цвет слоновой кости. Ее я тоже вам как-нибудь покажу в отдельном видеоролике. Девятый грузовик у нас Diamond Trail Rider, только в классическом исполнении. Машина копирует прототип 1974 года. Очень красивый темно-коричневый цвет металлик. Здесь грузовик с кабиной и со спальным отсеком. А от предыдущей модели отличается передняя часть. Как вы можете видеть, у зеленого грузовика сдвинута назад передняя ось. Получается другой передний бампер. Немножко по-другому сделана светотехника. Облицовка радиатора точно такая же. И точно такой же интерьер кабины грузовика. И у зеленой машины на зеркалах заднего вида есть небольшие галочки желтого цвета. На грузовике коричневого цвета они отсутствуют. Вообще мелких визуальных отличий хватает, чтобы иметь в коллекции обе модели. Но я собрал грузовики тоже в разных схемах окраски. Просто еще раз повторюсь, мне нравятся американские траки. Также я большой поклонник продукции Neo Scale Models, поэтому постарался собрать все грузовики, которые вышли под этим брендом.
И последний грузовик, который мы рассмотрим в рамках сегодняшнего видеоролика, это Peterbilt 352, который копирует прототип 1979 года. Тоже, на мой взгляд, красивая схема окраски. Установлен спереди кенгурятник. И похожий Peterbilt 352 вышел у X в 43-м масштабе. Там у грузовика короче рама, также отсутствует силовой элемент спереди и другие схемы окраски. Я делал обзор на одну из моделей на своем канале. Тоже можете поискать старый видеоролик, кому интересно. У Neo 4 Peterbilt 352. Два грузовика с кабиной со стандартным спальным отсеком, два грузовика с удлиненной кабиной. И на грузовик с удлиненной кабиной я тоже делал видеообзор, и там модель вошла в первую десятку, посвященную американским сидельным тягачам. Вот такая небольшая коллекция, которую я хотел вам показать в сегодняшнем видеообзоре. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о моделях от Neo в 64-м масштабе. Какой из показанных мною грузовиков вам понравился больше всего и какие модели американских сидельных тягачей есть в ваших коллекциях. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете взглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеообзоры на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.